Всем привет! Да, долго у нас не было видео, но я вернулся. Видео не было так очень долго, потому что были уроки, контрольные и т.д. Короче, была довольно напряженная учеба с этими всякими контрольными. Ладно, я не буду долго затягивать, поэтому давайте начинать. Итак, мозги у динозавров. Скорее всего, большинство людей будут высказываться таким образом. Динозавры – это тупые курицы с чешуей, которые даже дорогу перейти не могут. Но давайте будем разбираться, как все обстоит на самом деле. Наверное, вы знаете, что в детских энциклопедиях про динозавров и в других источниках говорится, то, что у стегозавра мозг был размером с грецкий орех. Но это неправда. Мозг у него был размером точно такой же, как и у собаки. Также еще говорят, то, что у стегозавра был и второй мозг, якобы который использовался для управления хвостом и задней частью тела. На самом деле это расширение в позвоночнике не было вторым мозгом. Там было гликогеновое тело, которое было также обнаружено у современных птиц. Оно снабжает нервную систему гликогеном. А гликоген – это полисахарид, образованный остатками глюкозы. В клетках животных он служит основным запасным углеводом и основной формой хранения глюкозы. Откладывается в виде гранул в цитоплазме в клетках многих типов, главным образом в клетках печени и мышц. Также вы, скорее всего, могли знать, у людей интеллект измеряется при помощи IQ, но у животных интеллект измеряет не IQ, а при помощи EQ. По сравнению с плотоядными динозаврами, травоядные динозавры имели более мелкий мозг. Но динозавры мелового периода по типу эдмонтозавра имели более большой мозг, но все равно меньше, чем у плотоядных. Так как плотоядным динозаврам нужно было гоняться за быстрой добычей, поэтому они имели хорошее зрение и большой мозг. Например, тираннозавр был довольно крупный мозг по сравнению с другими тероподами. Однако самым умным динозавром на данный момент является троодон и всякие другие дромеозавриды. Так, давайте немножко поговорим о новостях. В 2015 году бразильский палеонтолог из Федерального университета Санта-Мария, доктор Родриго Темп-Мюллер, нашел очень хорошие окаменелые останки возрастом в 233 миллиона лет. Они принадлежали небольшому динозавру Буриолестес счулдзи. Главной ценностью в этой окаменелости была очень хорошо сохранившаяся черепная коробка. При помощи этой находки палеонтологам удалось реконструировать мозг одного из самых древних динозавров. Его мозг был малюсеньким и весил всего лишь 1,5 грамма. Этот динозавр считается предком травоядных зауроподов. Также окаменевший мозг был обнаружен на пляже возле Бэкс-Хилла в Сассексе, Англия. В нем сохранились ткани мозга крупного травоядного динозавра – игуанодона, одного из первых идентифицированных видов динозавров. Найденные среди скал, которые сложились во время раннего мелового периода около 133 миллионов лет назад, ископаемое представляет собой эндокаст – мозговую полость, которая сформировалась по мере того, как слои осадочных пород постепенно засыпали череп. Окаменелости эндокаста находили и раньше, но что необычно в этом образце, так это то, что минерализировался внешний миллиметр мозговых тканей.
Следовательно, в окаменелости сохранились некоторые структуры исходных тканей. Изучив окаменелости с помощью сканирующего электронного микроскопа, этот мощный микроскоп позволяет визуализировать очень малые структуры. Ученые смогли исследовать эти структуры в мельчайших подробностях. В процессе исследования они смогли найти мозговые оболочки, жесткие коллагеновые наружные мембраны, которые защищали мозг. Также кровеносные сосуды сохранились в виде трубок, проходящих по поверхности образца. Есть даже намеки на более глубокие ткани, которые могли образовать часть коры головного мозга, функциональные части мозга, содержащие нейроны. Ученые предполагают, что мозг так хорошо сохранился благодаря маринованию мозга перед тем, как минерализовать. Этот образец может нам рассказать также и о размере мозга у динозавров, который является для ученых примерным индикатором их интеллекта. Раньше предполагали что у динозавров, как и у современных рептилий, мозг был окружен толстым слоем защитных тканей. И, собственно, ткани мозга занимают не больше половины объема черепной коробки. Но оказалось обратное. Окаменелый мозг игуанодона имел мембраны, которые были толщиной в пару миллиметров, что говорило, что мозг динозавра занимал большую часть головной коробки. Также еще хотелось бы рассказать. Исследование, осуществленное Грантом Хербертом вместе с Уитмером и Риджли, было направлено на измерение коэффициента энцефализации динозавров, основываясь на этом показателе у рептилий и птиц. Также палеонтологи измеряли отношение массы конечного мозга к общей мозговой массе. Ученые установили, что тираннозавр имел самый большой относительно размера мозг среди всех нептичьих динозавров, кроме небольших представителей манирапторов. Вместе с тем было выявлено, что относительный размер мозга тираннозавра лежал в пределах диапазона такового у современных рептилий, хотя и существенно выше среднего значения. Так, отношение массы конечного мозга к общей мозговой массе составляло от 47 до 50%, что превышает наименьший показатель у птиц, но приближается к типичному показателю у аллигаторов. 45%-47%. Совсем иного мнения Филипп Джон Карри, палеонтолог из университета Альберты, высказавший предположение о том, что тираннозавры могли жить в стаях. Карри сравнил тираннозавра Рекса с близкородственными ему видами торбозавром и альбертозавром, для которых Карри ранее уже нашел окаменелое свидетельство стайной жизни. Карри отмечал, что в Южной Дакоте была сделана находка скелетов 3 тираннозавров в непосредственной близости друг от друга. Выполнив компьютерную томографию, Карри заявил, что размер мозга тираннозавра в 3 раза превышает обычный размер для животного таких габаритов. Следовательно, T-Rex был способен к сложному социальному поведению. В частности, отношение размеров мозга тираннозавра к общему размеру. Тело превышало этот показатель у крокодилов и было в 3 раза выше, чем у таких травоядных динозавров, как трицератопс. По мнению Карри, тираннозавр был в 6 раз умнее большинства других динозавров и рептилий. Таким образом, самыми умными динозаврами были тероподы, но точно не тираннозавр, а дромеозавриды. Также в 2013 году было проведено исследование, где выяснили EQ у ряда динозавров. Были похожие результаты. Кархародонтозавр 0,14, аллозавр 0,25,
тираннозавр 0,41, нанотиранус 0,57. В это время у 9-метрового нигерзавра интеллект был вовсе 0,1. Пора ответить на главный вопрос. Были ли они глупыми или были супер-гипер умные? Мы точно знать не можем, ведь они уже вымерли, и мы можем строить лишь гипотезы. Но что точно нам известно, они не были тупее современных млекопитающих. На этом я буду заканчивать. Ставьте когти вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть больше таких видео. Давайте, пожалуйста, добьем наконец 200 подписчиков. Ладно, встретимся в следующем видео через неделю. Ну, всем пока! Сохранились ткани мозга крупного травоядного динозавра игуанодона, одного из первых Дубль 2.